В начале февраля 2026 года регион Южного Кавказа оказался в центре внимания международного сообщества из-за необычной активности военно-транспортной авиации Соединенных Штатов. По данным армянских провластных телеграм-каналов, в период с 4 по 8 февраля было зафиксировано не менее 11 рейсов самолетов С-17 Globemaster-III ВВС США, направленных в Армению и Азербайджан. 8 рейсов прибыли в аэропорт Звартнац в Ереване, а 3 — на азербайджанскую территорию. Большинство самолетов вылетали с авиабазы Рамштайн в Германии, которая является ключевым логистическим узлом США в Европе и служит важным перевалочным пунктом для операций на Ближнем Востоке и в сопредельных регионах. Один рейс был выполнен с британской базы Милден-Холл в Баку. Такие маршруты демонстрируют возможность быстрого перемещения грузов и персонала на большие расстояния и позволяют американской стороне оперативно реагировать на изменения обстановки в нескольких регионах одновременно. В то же время пики активности совпали с подготовкой визита вице-президента США Джей Ди Венса в Армению и Азербайджан. По информации пресс-службы вице-президента, Венс посетит Армению 9 и 10 февраля, а затем отправится в Азербайджан с 10 по 11 февраля, после чего вернется в Вашингтон. В состав делегации входит заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста Джейкоб Хелберг, а также сопровождающие представители дипломатического корпуса и профильных агентств. Пики активности рейсов военно-транспортных самолетов ВВС США совпадают с подготовкой к визиту вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса в Ереван и Баку, который официально запланирован на 9-11 февраля 2026 года. Вместе с тем, согласно армянским источникам, переброски скорее связаны с обеспечением визита Венса, хотя содержание грузов, доставленных 8 рейсами в Армению, остается неизвестным. Характер перевозимого груза публично не раскрывается. Среди обсуждаемых версий — техническая и дипломатическая поддержка визита, оборудование для служб безопасности, средства связи и инфраструктурные элементы, связанные с реализацией ТРИП. Также не исключается, что часть грузов предназначена для последующего расширения транспортных и торговых маршрутов, которые будут использоваться в долгосрочных экономических инициативах США в регионе. Главная заявленная цель визита — это продвижение мирных инициатив и реализация крупного инфраструктурного проекта ТРИП. Этот проект предусматривает создание транспортного коридора через южные регионы Армении, который соединяет основную территорию Азербайджана с Нахичеванским эксклавом, одновременно формируя новую торговую ось Восток-Запад. Проект подается как инструмент развития торговли, транспортной и экономической инфраструктуры, а также как способ укрепления региональной взаимосвязанности. Реализация ТРИП требует высокого уровня координации и затрагивает интересы нескольких крупных внешних игроков, что делает проект значимым элементом региональной стратегии. В то же время подготовка к его запуску подразумевает значительные логистические усилия, включая переброску оборудования, средств связи и технических элементов, необходимых для обеспечения работы коридора и безопасности делегации. Одновременно с этим Соединенные Штаты усилили свое присутствие на Ближнем Востоке. Для возможных операций был переброшен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3, который ранее не направлялся в регион. Этот борт является ключевым элементом системы управления и координации действий, обеспечивая обнаружение, сопровождение и контроль воздушных, морских и наземных операций. Его присутствие повышает управляемость ситуации и демонстрирует стратегическую готовность американских сил. В то же время войска США были направлены в Ирак из базы Аль-Шаддади в Сирии, а также усилена система противовоздушной обороны на ключевых объектах.
В частности, на острове Диего Гарсия в Индийском океане был размещен эсминец ПВО, а на других базах развернуты современные системы обнаружения и управления воздушными ударами. Эти меры обеспечивают защиту инфраструктуры, персонала и интересов США, а также позволяют американской стороне оперативно реагировать на любые изменения обстановки. В то же время продолжается дипломатическая активность в регионе. Представители Ирана заявляют о готовности к переговорам как напрямую, так и через посредников. Министр иностранных дел Ирана Аракчи отметил, что Тегеран готов к диалогу вне зависимости от формата, а также подчеркнул, что ведет координацию своих действий с Москвой и Пекином. Свою позицию также выразили израильские официальные лица. Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что любые соглашения с нынешним иранским режимом должны учитывать национальные интересы Израиля и быть реалистичными. Бывший министр стратегических дел Израиля Юваль Штайниц отметил, что Израиль не обязан соблюдать соглашения США с Ираном, если они противоречат его безопасности. В то же время в регионе наблюдаются многочисленные дипломатические сигналы, политические заявления и координация действий между ключевыми игроками, направленные на предотвращение неконтролируемой эскалации. Эти меры, наряду с высокой интенсивностью перемещений авиации и войск, создают целостную картину внешнеполитической и военно-логистической активности США, где дипломатические, экономические и военные инструменты используются комплексно. Таким образом, активность американских ВВС на Южном Кавказе, визит вице-президента Венса, переброска Е-3 и укрепление ПВО на Ближнем Востоке формируют многоуровневую стратегическую картину. С одной стороны, США продвигают экономические и инфраструктурные проекты, поддерживают дипломатические инициативы и укрепляют региональные связи. С другой стороны, демонстрируется готовность к управлению ситуацией, обеспечению безопасности и поддержанию стратегической гибкости. В ближайшее время станет ясно, как эти процессы повлияют на долгосрочную стабильность Южного Кавказа и Ближнего Востока, а также какие решения будут приниматься в сфере дипломатии, экономики и военной логистики. Пока же регион остается в состоянии повышенного внимания, где каждый рейс, каждая переброска техники и каждый визит высокопоставленного представителя рассматриваются как часть более широкой стратегической игры, влияющей на баланс интересов в регионе. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.